Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». Сегодня у нас праздничный, новогодний выпуск, и мы решили сделать его экспериментальным. Дело в том, что все сегодняшние победители — это не просто игроки, они сотрудники компании Wargaming. На этот эксперимент нас подтолкнул игрок с ником Single One, и за такую отличную идею он, конечно, получает свою порцию золота. А разработчики золота не получат, они и так здесь работают, им и так хорошо. В общем, говорим спасибо Сингелу и переходим к разогреву. Разогрев у нас сегодня тоже будет необычный. Здесь не будет глупости, безумия и неадекватности. Сотрудники Wargaming так не умеют. Они только гнут. И начнем мы на карте Тундра. Вы смотрели передачи «Киберспорт» и «Наука побеждать»? Если нет, то продюсер этих двух проектов сейчас вам покажет то, чему вы не сможете научиться в рандоме. Итак, наш герой на ФЦМе на мосту. Вражеский ИС-3 под мостом. А не пора бы вспомнить фильм с Джеймсом Бондом? Самое время. Свеситься, пострелять, ну и красиво завершить. ФЦМ. А пока наш герой решает, кто он, Пирс Броснан, Дэниел Крейг или Шон Коннери, мы двигаемся дальше. Вот с этим парнем я бы вам вообще не советовал шутить, ведь если у вас вдруг украдут аккаунт, то именно этот человек поможет вам его вернуть. А то, что ему это удастся, сомнений не возникает. Более упертым может быть только водитель в крайнем левом ряду, которому срочно надо повернуть направо. Сами смотрите, счет 7-9, враги крошат союзников в центре, поеду на захват. Да не просто поеду, а постреляю оттуда, получу сотню непробитий и рикошетов, посмертный таран от Е-25 и все равно захвачу. Лучшие друзья танкистов — это техподдержка танков. А поддерживать эти ребята умеют чуть ли не лучше всех. Только посмотрите, как два 140-х объекта на Энске воюют. Но ни одной поддержкой едины. Осталось 66 единиц прочности, и на вас выезжает Е-75. Вот инструкция, что надо делать. Перенесемся на Руинберг. Программист игрового чата на Як-Панзере Е100 умеет не только код писать да кофе пить, он еще и умеет тащить. Наш герой вовсю танкует, раздает урон и просто пытается быть полезным. Но когда при счете 9-9 во флипазик стреляет Яги, в зад, вот тогда у ПТшки терпение и кончается. Яга бросает все дела и летит в погоню за ПЗ-4. Сбросить с хвоста 7-го ИСа, таки добить немца и осознать, что остался один против троих. А нет, один против двоих. Т-69 умер слишком быстро. Аккуратное выцеливание Т-92 и лишь один враг. Осталось 5 минут, у Яги 137 единиц здоровья, и в чате говорят, что ничья тоже хорошо. Нет, находим врага, устраиваем ему марафон психологической атаки и все же побеждаем. Вот вам и беспомощные программисты. Ага, едем дальше. Организатор турниров и прочих мероприятий компании Wargaming решил покататься на Т-54 и случайно устроил себе турнир «Адовый ад» на карте Топь. Враги как будто не кончаются. Это настоящая ларнейская гидра. Одного убиваешь, еще два появляются. Но для героя это не проблема. Он набивает 6 фрагов, делает счет 13-6, едет к вражеской базе и нарывается на арту и умирает. Ну и ладно. Нам все равно пора переходить к номинациям. В номинации «Братья по оружию» побеждает взвод из Т-62А и Т-110Е5. Вот вам один примечательный факт. Я бы мог сказать, что на Т-62А играет сотрудник Wargaming, который занимается графикой, что он из видеоотдела, но всем вам намного больше известен его незабываемый образ Эдика из рекламы «Вот Блиц на андроиде». Итак, в начале боя на хайвее наши герои едут ближе к холмам. Для 62-го все начинается с перестрелки со средней дистанции. Оно и хорошо. Т-110Е5 успеет приехать. Да что там приехать, он уже обогнал своего взводного и по полной раздает врагам. Две 54-ки, Леопард и Ру-251 становятся легкими мишенями. Есть 4 фрага на взвод и... это единственные фраги команды. Счет 4-7 и пора предпринимать активные действия. Взвод добивает Паттона и оставляет 140-го объекта на милость сотоварищей. А сами герои возвращаются ближе к базе. Враги скоро попрут. Т-62А успевает забрать 8-го ИСа, и совсем скоро надо ждать неприятностей со стороны города. А вот и они. ИС-7 и Т-110Е4, а сбоку еще и Лоррейн. Американец добивает Лоррейна, и взвод продолжает обороняться. Ситуация осложняется тем, что на другом фланге те самые сотоварищи, которым оставили 140-го объекта, слились. Наши герои, недолго думая, выскакивают на 7-ку Е4 и в красивом стиле забирают их.
уже 9 фрагов на взвод, а счет 10-12. Сейчас уже понятно, с какого фланга ждать угрозу. Взвод и Як-Тигр готовятся встречать неприятелей. Перестрелка со средней дистанции на пользу нашим героям, и враги это быстро понимают. 140-й выскакивает вперед и пытается забрать Як-Тигра. Т-110Е5 разряжается по нему, но объект 430 все же добивает последнего союзника. Наш взвод остался против 5 врагов. Т-62 быстро выскакивает на 140-го, и наш взвод опять работает как единое целое. -1. Небольшое затишье заставляет наших героев чуть отступить. Более крепкий Т-110Е5 находится впереди и отвлекает внимание. А Т-62 решается на хитрый маневр. Но он не проходит. Соперники выскакивают на американца. Советский СТ тут же успевает забрать Т-30, и надо ехать помогать. 430 пытается закрутить Т-110Е5, и у него это выходит. А вот и наш герой. Мы своих не бросаем. Су-122-54 остается в не очень гордом одиночестве и становится легким фрагом. Осталась одна арта. Остается меньше 4 минут, и искать арту достаточно рискованно, а потому наш взвод едет на захват. Т-62 становится в круг базы, и теперь вот можно выдохнуть. Мы все успеваем. Т-110Е5 едет на поиски арты, но захват случится раньше. 13 фрагов на взвод наколотили наши герои. Отличная победа и командная работа на протяжении всего боя определенно заслуживает звания «Братья по оружию». Наши герои по праву получают эти медальки. Отличницей этой недели становится игрок с ником Гоча на ФВ-304. Когда я ее спросил, чем она занимается в варгейминге, оказалось, что эта хрупкая девушка собирает отзывы с общего и супертестов, чтобы сделать игру лучше. Итак, закинула нашу прекрасную героиню на карту Заполярье. Стандартная для артиллерии позиция почти сразу начинает приносить плоды. Наглая елка, наверное, так и гуляла бы по всей карте, но чемодан нашей ФВшки накрыл ее. Вражеские тяжи притираются к горе так, что вот-вот сольются с ней, но даже это их не спасает от мелких карательных тычков. Счет достаточно ровный, а в какой-то момент и вовсе в нашу пользу, а это значит, что надо продвигаться вперед. Борщ становится очередной жертвой ФВ, и почти сразу она помогает забрать их Пантеру. Около базы союзники убивают арту, а наша героиня отправляет в ангар Т-71. Счет уже 13-9, но два оставшихся врага буквально в 30 секунд убивают 3 союзников. Это шанс для них. Наша САУ не попадает по вражеской, и наступает тишина. Як-Пантера засвечивает ИСУ, ФВ попадает, но ПТ опять пропадает из-за света. Союзная самоходка делает небольшой крюк и выскакивает прямо под ИСУ. ФВ попадает, но союзника это не спасло. Счет 13-13. Оставшаяся союзная арта очень далеко, и британка едет светить сама. И сразу 2 врага. ФВшка прячется, ИСУ бьет в землю, и ответка без сведения отправляет советскую ПТ в ангар. Отлично. Наша САУ откатывается, чтобы пропасть из-за света, и опять едет светить. Соперника не видно, и можно встать на базу. Враг появляется на горизонте и стреляет в считанных метрах от нас. Быстро выцеливаем, сводимся, соперник пропадает из-за света, выстрел и есть! Победа! Отличная игра, смелость, мужество и целеустремленность. Вот что приносит нашей героине звание отличника этой недели. Поздравляем! Воином этой недели становится игрок с ником Грапелли на Type 59. Его должность в компании – переводчик. Именно благодаря ему мы можем смотреть передачу в командирской рубке на русском языке. А еще он катается не один. И забегая вперед, скажу, что этот реплей мог бы стать победителем в номинации «Братья по оружию». Но вы сами увидите. Бой на утесе для любого среднего танка начинается с поездки в центр карты. Вот и наш герой решает не изобретать велосипед и почти сразу начинает обстреливать самых неосторожных соперников. Но, по старой доброй традиции для всех воинов нашей передачи, остальная команда играет, мягко говоря, так себе. Уже спустя пару минут счет 2-5. Вроде не все так плохо, но все равно надо что-то предпринимать. Например, поехать в обход маяка и попробовать прорвать направление. План оправдывает себя более чем. Прототип, конечно, твердый парень, но не для нашего героя. Ну а квас и подавно. И вот, вроде бы самое время пойти в атаку, но враги уже подступают к нашей базе. Видимо, на другом фланге все не так уж радужно. Наш герой и его бравые союзники легко разламывают третьего ИСа, но пока Тайп успел один раз выцелить КВ-5, счет уже стал 7-11. Да еще и захват начался. Ну вы меня изрядно достали. Наш воитель вспомнил все заветы братьев-викингов, собрал силу в кулак и по очереди отправил 3 врагов в ангар. Т-69, Су-152 и все тот же КВ-5. Неплохо, да? И все равно, что к этому времени из нашей команды остался лишь наш Тайп и его взводный товарищ. 2 на 4 — это не страшно. Несколько раз сбить захват с кваса, и вот советский тяж уже вовсе не танк, просто металлолом. Красная полоска больше не появляется, а это может означать только одно — враги в страхе. Что ж, самое время ответить им их же монетой. Едем на захват.
2 врага около базы попадают в засвет и без труда становятся 7-м и 8-м фрагами нашего героя. Найти последнего врага не составило труда. Победа! 9 фрагов набил наш герой, а это, между прочим, на целый фраг больше, чем у одного из братьев по оружию. А потому воин этой недели. Поздравляем! Для номинации «Стальная стена» был выбран не совсем обычный реплей. Дело в том, что всех прошлых обладателей этой номинации мы оценивали по критерию «кто больше впитал». Ну и поскольку у нас необычный выпуск, давайте поэкспериментируем и по-новому взглянем на эту номинацию. Итак, «Стальной стеной» этой недели становится небезызвестный комьюнити-менеджер и администратор форумов Вувузела, и он на 7-м из все. Тяжелым танком на Рыбацкой бухте выбирать не приходится, надо ехать в город. Наш герой это знает и с самого начала боя начинает активно раздавать и впитывать урон. Все идет достаточно стандартно, но при счете 6-6 у нашего героя остается лишь 44 единицы прочности. Наша 7-ка пытается играть аккуратно, и до поры до времени у нее это выходит. Но вот на нашего героя выскакивает Т-30, выстрел американца и... ничего, из 7 все еще жив. Т-30 пытается убежать, а в это время еще одно непробитие прилетает в нашего героя. Уничтожаем Т-30 и еще раз. Невероятно. Но это еще не все. Наш герой двигает ближе к чужой базе и обнаруживает борща. Выстрел по ПТ, ответка и... рикошет. Второго шанса немец не получает. Наш герой остался один против Т-30. Начался захват. Из 7 едет подсветить и добивает американца. Победа. Со 44 единицами прочности наш герой не просто выжил, он по-настоящему затащил и получил кучу рикошетов и непробитий. Я считаю, это вполне заслуживает звания «Стальной стены» этой недели. А для вас у меня вопрос, как вам новый формат номинации? Оставляйте свои отзывы под этим видео. А всем, кому не терпится сказать, что Вувузела нуб, обязательно пишите это на форуме, он это прочитает. Защитником этой недели становится игрок с ником Омномном на Е25. Мы уже видели сегодня одного представителя техподдержки. Теперь пора посмотреть, как поддержка примеряет на себя роль защитника. Занесла нашего героя недобрая на карту LifeOx в бой к 8-кам. В начале сражения он едет прикрывать мост, и все тут идет достаточно сносно. А вот город уже проигран. Наш герой самый первый понимает, что сейчас целая орда неприятелей повалит на нашу базу. Разумно будет подготовиться. Самое страшное, что счет растет не в нашу пользу с адской скоростью. 6-11 и дела плохи. Хотя не так плохи, как у вражеского Е-25, которого наш герой легко уничтожил. Мало того, что враги перерабатывают наших игроков, так некоторые Су-152 еще и топятся. Отлично. Начался захват. Т-34 засветился и где-то 50 выстрелов спустя отправился в ангар. Тут же с базы выезжает МХ-50-100, но он не видит нашего маленького защитника. Е-25 использует все преимущества своей скорострельной пушки, и грозный француз отправлен на покой. Последний оставшийся союзник умирает, и теперь наш герой 1 против 3. Попытки выловить Хелкета заканчиваются неудачей, и наш герой двигает в обход. Большой крюк, казалось бы, не приносит дивидендов, но тут обнаруживается АТ-8. Выцелить шишку на голове британца не так просто, а когда он пропадает из-за света и начинается захват, становится вообще не до него. Аккуратно подбираемся к базе и видим Черчилля. Первый выстрел поджигает его, а несколько последующих и вовсе отправляют захватывать ангар. Еще 2 остались. Наш немец возвращается на дуэль к АТ-8 и с помощью своей маневренности легко отправляет британца в ангар. Ну и, конечно, начинается очередной захват. Куда без него? Е-25 мчится на базу, заезжает сбоку и выскакивает на Хелкета. Выстрелы таран не оставляют ни малейшего шанса ведьме. Великолепная победа, грамотная игра и мужество. Вот залог успеха настоящего победителя. Поздравляем! Победителем прошлого выпуска стал игрок с ником Столичный из номинации «Отличник недели». Именно его вы выбрали лучшим реплеем путем голосования в нашей группе ВКонтакте. Поздравляем победителя и вручаем ему дополнительную порцию золота. Ну и на этом у меня все. Не судите нас строго, мы тоже не самые большие профессионалы в игре. Ну а в следующий раз мы уже увидимся в новом году. А потому, от лица компании Wargaming и от себя лично, я бы хотел поздравить всех танкистов с Новым годом. Смотрите наши видео, играйте в танки и пусть победы радуют вас как можно чаще. С вами был Кирилл Орешкин, всем спасибо, всем пока и с Новым годом!